Здравствуйте! Сегодня буду печь детям пирог, о котором почему-то забыла. Примерно лет 7 назад я его увидела, по-моему, в Одноклассниках. У меня есть два рецепта. Один сложный рецепт, а другой легкий. Сегодня более сложный будет у меня рецепт. Для начала это будет сумасшедший пирог называться. Для начала мы берем сахар. Точные пропорции я оставлю. У меня, как обычно, все в двойной порции. Все жидкое сначала я туда делаю. Сахар, молоко тепленькое, тепленькое молочко, сахарок, тепленькое молочко. Чайник закипел. У нас опять сгорел чайник. А мне для рецепта будет нужен крутой кипяток. Поэтому масло подсолнечное, без запаха. Обязательно без запаха. Теперь по рецепту 2 яичка, но у меня двойная порция, поэтому я буду 4 делать. И рецепт делается быстро. Я уже включила духовку на 180 градусов. И замешаю все жиденькое. Все такое. Так. Сейчас. Теперь у меня здесь отмерено ровное количество муки. Я ее просею. Как же мне так вот буду делать? Она уже просеянная, но я ее еще сделаю, чтобы она повоздушнее была. Все ровненько прям. Ой. Если чуть-чуть просыпается, ничего страшного, так как она у меня уже просеяна. Так, просеяла муку, а теперь ванилин высыпаю. У меня здесь как раз было чуть-чуть. Я его высыпаю. Теперь сюда соль, сода, разрыхлитель и 6 столовых ложек какао. Но так как у меня порция двойная, я буду больше делать. Пирог очень вкусный. Я уже давно его не пекла, но вообще, когда я с этим пирогом познакомилась, я своим пекла, прям на протяжении долгого времени, как вот пишут, пекем каждый день. Вот у меня было типа того, тоже пекли каждый день прям. Настолько он понравился, вот пока не надоел. И все, и мы про него забыли. Так, и еще, сейчас прям скрою пачечку. Еще 4 ложечки добавлю. Так. 4. Все. Так, это унесу. Просели. Все получается. И теперь все хорошо перемешиваю и буду добавлять, для чего кипятила чайник. Буду добавлять крутой кипяток сюда. Хотим детям сделать сладкий стол. Порция большая, поэтому тяжеловато так мешать прям. Такой сумасшедший пирог. Он будет такой влажный, хороший. Я буду его перекрывать глазурью. Все хорошо перемешиваем. И добавляем крутой кипяток. Буду порциями его добавлять и перемешивать. Но кипяток должен быть крутой. Тесто будет жидкое.
но вкусное будет. Уже запах идет вот этого насыщенного вкуса какао. Я его когда первый раз увидала, этот пирог, так название было «Сумасшедший пирог». Я думаю, что многие хозяйки его знают. Вот я сегодня вспомнила, думала, что деткам сделать на стол. Все. Хорошо, хорошо, чтобы комочков не было. Вот такой жидкий пирог. Все. Сюда ставлю. Сюда ставлю. И буду лить. Мне его на 2 хватит. Угу. Я его сделаю в 2. 2 рецепта мне хватит на 2. Вот, отлично. Пусть растекается хорошо. Угу. Сейчас я вытру все. Вот, первый корж я пошла ставить. Сколько он будет выпекаться, я скажу. Но я так вспоминаю, минут 20-30. Пошла ставить. Спекся мой один пирог, пекся 15 минут. Но это потому, что на 180 я делала очень тоненький. Очень-очень тоненький делала. Смотрите, какой. Упс. Упс. Ой. Получился... Ой, какой нежный. Ой, какой нежный получился. Все. Я заливаю второй пирог. Прям сюда же заливаю. Здесь чуть-чуть отслоечка у меня была, да, под этот. Прям сюда же заливаю оставшееся тесто. Ой, еще даже надо было... Ну ладно, этот потолще будет. Все. Но этот буду печь тогда минут 20 на 180. Угу. Печечка у меня разогрета. Все, я пошла ставить. Сейчас я сначала посчитаю. Вообще по рецепту идет 4 ложки сахара или сахарной пудры и 5 ложек сметаны. Идет 3 ложки домашней, 2 такой, чтобы густо было. У меня нет домашней. 1, 2, 3, 4, 5. Двойную порцию, потому что я хочу этот пирог разрезать пополам и еще один. 1, 2 сделать 3. Отлично. И миксером взбить. Прослойка, а сверху глазурь. Такие вкусные шоколадные будут 2 ковришечки. Вот, а это жидкая. Все понятно. Все. Так, сахарная пудра. Сахар тоже хорошо. Ну, сахар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я весь высыплю. И ванилинчику добавлю. Вообще этот пирог, он бесподобный. Чуть-чуть ваниль. Ой, чуть-чуть совсем. Все. И я понесла это на свой комбайн до пиков. Покажу, что получится. Я поделила этот первый корж на 2 половинки. Буду делать такие 2 черненьких пирога. Взбивала сметану до пиков. С магазинной сметаны, к сожалению, не сделаешь никаких пиков, но будет все равно вкусно. У меня там сахарная пудра, ванилин. Смотрите как. И сверху я сейчас... У меня начинка сахарная пудра, сметана, желательно домашняя. У меня нету домашней сегодня. То есть это надо было заранее сделать все. И желательно... И сахарная пудра. Ну, можно сахар, но сахар он долго расходится. Поэтому я беру всегда
сахарную пудру. На 2 половинки. Второй пирог допекается, а я сейчас пойду делать глазурь. Ой, какой. Начинка такая кисло-сладенькая, вкусная такая. Такие 2 нежных. Но это, наверное, завтра все-таки детям на завтрак отдам. Завтрак у нас завтра будет с этими пирогами. А на сладкий стол потом сделаем. Завтрак будет вкусный завтра. А завтрак это же завтра получается? Это завтра, да. То есть 12 часов это уже завтра? 5 минут первого. Можно я буду завтракать 5 минут первого? Можно. Так, все, это я оставлю еще. Смотрите, какая она все равно густая. Хоть я и долго взбивала, она тяжело. Но он остыл уже. Сейчас доделывается второй. Сейчас уже буду снимать. Пусть доделывается. Ой, вкусный. Запах вот вкусный, какой у коржа. А на вкус очень вкусный прям. Нежный такой, он пропитается. Он будет нежный-нежный. Сейчас буду делать глазурь. А может пробовать будем, нет? Нет, пробовать мы будем потом. Спекла второй корж. Пока этот, видите, как красиво у меня остывает. Я уже замешиваю все для глазури. Глазурь у меня делается 2 столовые ложки сахара, 1,5 ложки какао и 3 ложки молока. Но у меня это все в больших размерах, так как я хочу хорошо прям залить. Так, я это унесу. Ой. Так, вот, смотрите, какой. Ду-ду-ду-ду. Да, этот пусть пока остывает. Я сейчас принесу такую же чашечку. Смотрите, он как, пусть он хорошо так остывает, так на глаз. Все на глаз. Все прям на глаз, на глаз. Мои детки будут кушать, поэтому все на глаз. Некогда мне в 12 ночи граммами вымерять все. Так. Оп. Вот. Пусть так остывает, лежит. Ой, нежный-нежный, прям вообще нежный. Ой. Пусть так вот лежит прям. Все. Этот пусть остывает, а этот ждет своего череда, когда я его сейчас переверну. Оп. Вот. Посмотрите, какой он. Его хоть час можно есть, его даже можно не пропитывать. Посмотрите, какой он прям влажный весь. Он вкусный. Моя семья его любит. Вот такие у меня завтра на завтрак будут. Пока я не буду мазать сметанкой, пока остывает. Я пошла делать глазурь. Так, сварила я, перелила, чтобы горячую сюда не нести, сварила я свою помадку, глазурь. Теперь добавляю масло. Вообще на рецепт 2 столовые ложки сахара, 1,5 ложки какао и 3 ложки молока добавляется 50 грамм масла. У меня побольше, поэтому я вот так вот добавила. И пока сейчас у меня какао, пока растапливается глазурь, остывает немножечко. Пусть растает и остывает. Масло холодное как раз. Я буду смазывать свой второй пирог. Смотрите, у меня сколько, еще даже на дом чуть-чуть добавлю. Она такая кисло-сладкая, вкусная, пропиточка сметанная. Просто сегодня у нас со сметанки. Конечно, у кого домашняя сметана, вообще вкусно будет. Пусть по краям текет, зато вкусно будет. Всю выкладу всю, чтобы ничего не оставалось. Все. И ванну, чтобы ничего не оставалось. Пробовать собрался. Я и так тут и страдаю. С детками утром будешь пробовать. Все. Это я сейчас унесу. И этот пирог уже можно... Так, здесь помешал. О, масло тает. Глазурька такая. Тут уже можно срезом тоже сюда
Докладываю. Все, даже не до... Ой, представляете, какой он будет утром нежный. И второй также будет. Такой завтрак шикарный у детей. Кашку сварю и поставлю пирог. Во. Они уже и так бедные, не знают, что еще скушать. Что еще выпросить. И то просят, и то просят. Так. Сейчас маслица разойдется. Остывает. Этот потолще чуть-чуть пирог. Видите? Такой. Ой, ну нежный. Его можно просто нарезать и есть. Значительно больше. Да. Не, ну я все-таки вот хотя бы вот так сделаю. Не понял. А можно побольше? Так. Смотрите, начинаю поливать. Она сейчас будет скатываться. Стрельба началась. Стрельба началась. Уже стреляют. Где мы сегодня были? Ой, а где же мы были? В Курганинске или где? Нет. Что я Ой, в Родниковке мы были сегодня. Мясо покупали. Мяско ездили, покупали. И лет 30 парням чем-то как стрельнули, пока Иван ушел. Я чуть не умерла. Мы думали, это дети балуются. Проезжаем, смотрим, там группа мужчин великовозрастных, типа меня. Да, вот И именно. бомбочки взрывают. И радуются такие на лавочке, смеются, бегают. Смотрите, какой красивый. Представляете, он какой вкусный будет. Ой, ой, ой. Ну, вот такие, друзья. Два. Один пониже, другой повыше. Два сумасшедших пирога я сегодня испекла. Начинка мы спекли вместе с оператором. Он мне помогает духовно. Он меня поддерживает. Не только, я еще крошки ем. Начинка сметана, такая с кислиночкой, сладко-кисленькая. А сверху шоколадная глазурь. Видите, она уже встает. Она уже встает, и она такая глянцевая становится. Ну, вот такой пирог. Такой пирог завтра у нас будет на завтрак. Нам приятного аппетита. А вам до скорой встречи. Пеките. Это очень быстрый пирог и очень вкусный. Для меня он, конечно, слишком приторный, слишком шоколадный весь. Но дети очень любят такой. Это из серии бисквитов. Очень быстрый, очень такой. Его можно уже кушать сейчас. Но мы его покушаем завтра. До скорой встречи.